Yo, what's up, man? Let's make the rap. Дети — это очень мило. Там уже все разрушено. Но даже когда случаются трудности, Там нужно строить заново, кардинально и по-новому. никогда не убивайте в себе ребенка. We're in the shit. Don't worry, не бойтесь, go. Делайте то, о чем мечтаете. You just need to keep walking. Можно лечь спать на дороге, вот так. О, да. Моральные и физические травмы никогда не проходят просто так, по щелчку пальца. Нужно время, чтобы залатать раны. В горах много интересного, но, как оказалось, вне гор не меньше. Всем привет, ребятки! Довольно быстро превратился из горного козла, скачущего по холмам Исландии, в обзорщика каких-то теплых речек. На самом деле не вижу в этом ничего плохого и страшного, потому что это тоже интересный опыт. В конце концов, нужно миксовать свою деятельность, чтобы не уставать от одного и не привыкать к другому. I'm going to Hveragerdi. That's the next city. Where are you from? I'm from Russia. From Russia. How it's called? The game. I don't know. So it's very nice meeting you. Goodbye, goodbye. Love Russia. Короче, закинули меня в этот Hveragerdi. Я, честно говоря, хрен знает, куда мне нужно тут идти. Пообщался с людьми, они мне сказали, типа, иди вон туда, по той дороге не ошибешься. На самом деле, вон какой-то чувак тоже, видимо, идет в ту сторону. Догнал этого чувака. Yeah. Where from, man? Mexico. О, он из Мексики. Oh, that's Paris. Cool. So that's the Photoshop. I mean the Yeah. best. Yeah. And everyone, there's like full of people. Okay, okay. Clean it up. Yeah. Yeah. Hitchhiking. Yeah, hitchhiking. That's our life. Нас подобрали и сейчас довезут до места. I'm happy about it. Yeah. Дорога идет прям вон туда. Кто-то взял и повесил свои трусы и использует их как держалку для колючей проволоки. Да тут не горная река, тут целый бассейн. Не ожидал, что здесь будет столько народу. Я думал, что не каждый способен переться 1,5 часа в город для того, чтобы полежать в горной речке. Не использовать зажигалки и спички. Наверное, вода здесь настолько газа наполненная, что если ты зажжешь спичку, то все взорвется. Ох, нихера ж себе она горячая. Может быть, конечно, это непривычки. О, как кипяток. Очень странно, вот когда у тебя лицо просто замерзает. У меня вообще еще все обветрилось. Просто я сейчас как бы трогаю свои губы, будто бы я бумагу трогаю какую-то. Вся влага буквально испарилась, все нафиг высохло. Похоже, мой коллега из Мексики понимает, о чем я говорю. That's dry, yeah? Все, купалки закончены. Здесь очень классно. She's your dog? No, she just came on a hike with us. Привет! Так бывает номер 2. Это, кстати, не первый раз, когда я встретил русскоговорящих людей. Жаль, что они едут не в мою сторону, а там мы затусили. А ты только начал по Исландии? На 10 дней заехал, а потом уезжаю дальше. Ну, типа автостопом, да, вокруг острова? Да не просто типа, а действительно. Своих за километр чувствую. Do you speak English? Ух, было так вкусно, что даже не успел заснять.
Так получилось, что встретил русскоговорящих людей. Именно. Расскажите, что вообще вас побудило погнать автостопом? Ну, Исландия, ее, наверное, не надо представлять. Другое дело, что для нас это несколько дороговато. Решили проехать автостопом. Туристы не берут, а местные бывают. Не было возможности по-другому? Нет. Или же это какой-то азарт все-таки? Не поэтому. Во-первых, Исландия не очень приспособлена, допустим, для автобусных путешествий, да? Автобусы редко, автобусы не везде, автобусы не всегда. Редко и неметко, да, вообще? Редко и не метко, и не во все места. А вы откуда? Мы из Саратова. В принципе, никаких границ нету, да? С границами тут все легко. Тут тебя не воспринимают как иностранца. Тут нет такого, что ты какой-то не такой. Ну вот, все живут international. Эта женщина меня заметила на кухне, когда я готовил себе нямку. Что интересно? Интересно то, что люди путешествуют таким образом, ну не обязательно, потому что там у них нет денег или чего-то еще. Это просто реально крутой экспириенс, это очень интересный опыт. Посмотрите на человека, это не студент, это вполне себе взрослый, состоявшийся человек. Но при этом он также стоит на дороге и автостопит там, как я, как кто-либо другой, как вы это делаете. Don't worry, не бойтесь, go, come on, собирайте манатки и отправляйтесь туда, куда вы мечтали отправиться. Блин, это же ваша мечта. Чё-то ветерок разошелся. Не на шутку. В Исландии не такое бывает. Я вообще не вспомню, чтобы так сильно дул ветер. Ну, то есть, я не знаю, вы слышите? Думаю, что слышите, да? И даже несмотря на то, что палатка закреплена на оттяжках, ну я прям адски как-то проминаю, беспокоюсь. Надеюсь, то, что она устоит. На моей руке паучок. Здоровенный. Вот что мне с ним делать? Вот надеюсь, что он сейчас не прыгнет, и, я не знаю, не съест мой глаз, потому что паукам свойственно делать какую-то херню. Непонятно. Ох ты, черт, что ж ты творишь, негодяй. Ладно, дружище, я тебя отпущу. Исландские дети в школах настолько викинги, настолько суровы, что катаются на покрышках. Да, и вот эта школа. Рядом с ними есть нормальные абсолютно качели, вот видите. Ну это, наверное, правильно и хорошо, то, что здесь есть выбор. Йо, what's up, man? Йо. Yeah. Let's make the rap. Cool. Они тебе йо, what's up, ты такой йо, what's up, вы уже братья. Видимо, такое с ними происходит после безудержного веселья во время катания на покрышках в школах на переменах. Я ворвался в то место, где, я так понимаю, эти сорванцы обитают и где их учат всяким вот этим вот рэп-штукам. Посмотрим, как эти места выглядят. Я так понимаю, я зашел в детский сад. Короче, сейчас будем смотреть. Вместо номерков у каждого какая-то штучка. Кто-то себя ассоциирует с морковкой, кто-то с каким-то дьяволенком-котенком, кто-то с зонтиком. Человек как бы имеет какую-то ассоциацию, да, с чем-то. В эту ассоциацию он вешает свою курточку. Так, охренеть, ребят. Я на самом деле, наверное, только о таком мог мечтать, чтобы у меня такое было в детстве. Что это значит? Латабер спилит. Из пазлов можно собрать глобус земной. Это Африка. И тут слоники бегают. Пойдемте посмотрим, что есть тут еще. Какая-то Sims, короче, в реальном времени. И лег спать. А это, наверное, автостопец, смотрите. Он такой, типа, руку вытягивает. И такой, типа, ребята, подберите меня кто-нибудь. Нифига себе, отдельный аппарат для молока. Холодильник. Сыры, наверное, это что это? О, нифига себе. Если бы я тут жил, мне этого бы хватило прям очень надолго. Вот же дети здесь кайфуют, да, после того, как занятия заканчиваются. Просто приходят сюда, кушают, что хотят, я не знаю, играют в настолки, тут какие-то пятки. Это типа кружок «Сделай сам». Реально круто быть исландским ребенком. Что здесь у нас? О, ничего себе. Здесь типа спортзал, какие-то эти коврики. Первый этаж посмотрели. Судя по всему, здесь есть... Ну да, здесь есть еще второй этаж. Наверное, это сделано все для того, чтобы дети не грустили и не впадали в депрессию. Потому что сама по себе Исландия — это такая депрессивная страна. Ну реально, потому что здесь горы, ничего нет, деревьев нету. И тут все сделано для того, чтобы человек рос полноценно. Второй этаж. Я так понимаю, здесь тусуются девчата. Коляски катают, куколок те ребят. Причем, смотрите, Исландия как бы... Нихера себе ее перекосила. Просто ад. Что у нее с глазом произошло? О, вот это дичь. Сейчас смотрите, в Исландии просто нет расизма, тут еще есть черная кукла. Причем я перекосила не меньше. Охренеть просто.
Это полноценная барабанная установка. Полноценная барабанная установка для детей младших классов. Почему я родился не в Исландии, называется. Все просто сделано для того, чтобы люди росли счастливые, развитые и так далее. Помните того чувака из Мексики, которого я еще догнал на дороге, когда мы шли на речку Кипятючку? Ну так вот, мы с ним списались в Инстаграме, и вчера он мне предложил сгонять в какое-то место. Я, честно говоря, не знаю, какое место он имел в виду. Вот, он мне там написал такое какое-то исландское название со сложными буквами, которые я, в принципе, не смог прочитать. Но я человек, который достаточно легок на подъем, поэтому я сказал, типа, go. И он сказал, что приедет ко мне сейчас стопом. Не знаю, но чем-то этот паренек мне нравится. Несмотря на то, что он немножечко такой закрытый в себе человек, с другой стороны, он пытается казаться лучше и счастливее, чем есть на самом деле. Чем-то он напоминает меня. Знаете, Исландия — это такое место, куда многие люди приезжают с какими-то странностями, возможно, с какими-то проблемами. Не знаю почему. Наверное, потому что когда ты смотришь на всю эту красоту, природу и так далее, все это похоже на зеркало. И когда ты смотришь на это, ты понимаешь, какой ты есть на самом деле. Важно то, что ты видишь во всем этом самого себя. И сталкиваешься со своими проблемами, возможно, пытаешься их решить. Я общался с очень многими людьми и спрашивал, а зачем вы сюда приехали? И многие говорят, о, типа, здесь красиво и так далее. А потом я продолжал с ними общаться, и они начали говорить мне про свои проблемы. Кто-то пытался убежать от работы, кому-то не нравится то, как он живет. И это очень грустно, потому что после они говорили то, что вот, типа, через неделю мы вернемся в нашу жизнь, все будет прежде, все будет так же, ничего не изменится. Не знаю, как-то все эти разговоры меня ввели в какую-то, ну не то чтобы депрессию, я просто смотрю на людей, и они пытаются искать счастье в чем-то, где его нету. Я бы не сравнил это с какой-то реальной жизнью, да? Это же в любом случае ты вырываешь себя из потока времени куда-то в другое место, и тут, в принципе, отдыхаешь, может быть, морально, может быть, физически, может быть, еще как-то. Но в конце концов ты вернешься туда, откуда ты приехал, там, где ты живешь, в свое окружение. И тут у тебя есть два выбора. Либо ты будешь продолжать мучиться дальше, либо ты будешь что-то менять. И вот в моем случае у меня примерно такие же вопросы. Но когда я вернусь, там уже нечего менять, там уже все разрушено. Там нужно строить заново, кардинально и по-новому. И надеюсь, то, что у меня получится. Пригнал, чувачок. Hi. It was a long day. Yeah, they took like 6 rides to get here. Really? Yeah, take me to Selfos, but like on the outside. I needed to walk through now. Короче, ему ни хрена нифига не повезло. Это просто потому, что он был один без меня. If you will be with me, you will succeed. Идем, шагаем. Надеюсь, что все будет удачно, потому что я так чекнул по карте, это место вообще находится где-то в приличной удаленности всей вот этой вот истории. А это примерно вот в ту сторону, где находится тропа. We're going this way. Where are you going? Does the canyon like house called? It's Gyan. So we know the road. Yeah. Вот говорю же ему, что я удачный. Вот он не верил, он сюда ехал вот до этого Сельфоса, ну не знаю, 6 машин сменил. Простоял хреново тучу времени на дороге. А я сказал, типа, чувак, расслабься, со мной все получится. И вот мы даже не простояли, 2 минут, просто нас уже сразу подобрали. Опыт, удача, все здесь. What's your name? Sin. Sin. Okay, nice to meet you, Sin. Thank you. Bye-bye. Вот что все время мы были так удачны, как сейчас. Вот 3 минуты, и ты в тачке. Опять эти дороги со сложными какими-то схемами. Все вот это вот. Just say him that we are traveling for free. Hello, sorry, we are traveling for free and going this way. Good, no? Закрывайся. Try again. We're in the shit. Но по классике жанра следующая машина должна остановиться. Нет. Ладно, классика жанра не произошла.
think it's cool to stay in one place. We just need to keep walking. Shit. Fucking dust. Здесь какой-то домик по дорожке образовался. Называется Стонг. Не понимаю, что здесь написано, но давайте попробуем зайти. Опа. Я не знаю, зачем мы в него зашли, но почему нет, если такая возможность была. Суть по всему, это раньше была какая-то ферма или загон для чего-то. Для скота, наверное. Все опустело. Кстати, смотрите, тут прям целые пласты земли. Я не знаю, как это называется и зачем это сделано, но это похоже на автомобильный коврик. Я думаю, что если мы отсюда не сможем выбраться, то здесь можно отлично заночевать, поспать. В принципе, вон там вы видите костровище. Вот одно спальное место, а вон там вон еще одно спальное место. Тут у нас есть журнальчик, где все оставляют свои расписочки. Я так понимаю, то, что его давно не меняли, потому что странички заржавели. Вы прикиньте, странички могут заржаветь. Вот, но я как самый, как сказать, ну, короче, я распишусь на обложке. Я тут был. И моя роспись. 2018. За 2 дня знакомства с ним не узнал, как его зовут. Сейчас я должен узнать. А то да, как-то странно, наверное, да, после 2 дней знакомства не знать, как зовут человека, с кем ты путешествуешь. Но он написал Хейнига, поэтому его имени я, к сожалению, не узнаю. Сейчас увидим, ради чего мы пёхали полдня сюда. Это какой-то прям оазис, просто среди абсолютной пустоты. Тут какие-то водопады льются. Образовалось какое-то озеро, везде все зеленеет, цветет, деревья растут. Вот правильно говорят, что жизнь там, где есть вода. И неудивительно то, что люди всегда тяготели к воде, тяготели к рекам. Развивали там всякую агрокультуру, если я правильно употребил это слово, я не знаю. У меня почти что никогда не было настоящих друзей. В этом плане я всегда чувствовал себя очень одиноким. В такие моменты, когда твой путь сходится с кем-то другим, ты правда счастлив, хотя бы на какое-то время. Но в ту же секунду тебе очень грустно. Путешествие всегда непредсказуемо, поэтому ваши пути могут разойтись очень быстро. Но не будем об этом. Не будем о том, что будет. Надо научиться жить в моменте сейчас. Не считать дни до желанного отпуска, меньше планировать заранее и больше радоваться тому, что есть сейчас. И благодарить мир за все, что происходит вокруг. Планы чаще всего расстраивают, потому что ожидания почти что никогда не сопоставимы с реальностью. В общем, в обраточку нас никто не подобрал. Как и туда, так и обратно. В принципе, ничего не меняется. Почти дошли. Ветер утих, это хорошо. Вот, все кайфовенько, все круто. Идем. Вот, тачки останавливаются. Ну, просто они видели меня с камерой и решили, почему бы не помочь, вроде нормальный чувак. Which city? Lyon. I've been there. You? Russia. Are you okay? Похоже, мы в глубокой заднице. Потому что никого здесь нету и не собирается быть. Поэтому можно лечь спать на дороге. Вот так. Окей. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Вот мы снова здесь. Ну, короче, вот так мы 7-мильными шажочками возвращаемся в обратную сторону. Погода отличная, солнце светит. Коленки болят меньше. Прям, не знаю, сказка, радость. Ух, ребят, добрался я до своего места жительства. Просто бешеный день. Что там происходит? Скажите мне, что там за красота происходит? Я не понимаю. Вулкан взорвался, что ли, или что? Я даже в отражении объектива вижу, как вот эта желто-оранжевая текстура просто вот блестит в нем. Вот сначала мне было как-то грустно и одиноко, а сейчас я вот прям начинаю наполняться всем этим, и мне становится так тепло на душе и так хорошо. Пишите, что думаете, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Всем пока! If I look back to the start now, I know I'll see everything true. There's still a fire in my heart, my darling.
but I'm not burning for you.